Рано или поздно каждый человек задумывается о понятии здоровья. Первая фраза «рано или поздно» относится ко времени. Если человек задумался рано, он продлевает свою жизнь. Если поздно, его жизнь продлевают другие люди, которые считают себя специалистами по продлению жизни. С самого начала знакомства людей со временем я начала отрабатывать тему скафандры. Поскольку из времени человек выглядит как посланец на эту планету. Он отличается от всех обитателей планеты, поэтому как инородное тело должен вступить в дружественный контакт с планетой, понравиться ей, выйти с ней на обмен, тем самым получая разрешение на продолжение собственной жизни. Человек – существо, созданное временем и состоящее из времени. При попадании на планету он начинает фиксировать время, жить по часам и режимам, что ему удлиняет жизнь. Планета находится в струнной Вселенной и имеет свои стихии. Человек входит в контакт со стихией Земли, стихией воды, стихией воздуха, стихией огня. У него скафандров есть очень похожие на шланг или пуповину, или на хобот слона, если хотите, закрепители, втягивающие в контакт внешнюю атмосферу, окружающую планету. Шланги находятся в разных частях скафандров и вступают в обмен. Сам человек состоит в видимом спектре. Подчеркиваю, неоднократно, именно в видимом спектре из внутренней воды, внутренней земли, внутреннего воздуха, внутреннего огня. Поэтому постепенно я поделила скафандры на 9. На этой земле порождать другие тела способна только женщина. Число 9 – мужское число, и часто слово «человек» ассоциируется со словом «мужчина». Более того, мужчина просто общается со своими скафандрами. Женщина пытается их украшать, холить, лелеять, в результате чего количество женских скафандров меньше, чем количество мужских скафандров. Для увеличения количества своих скафандров женщина порождает детей. Считается, для продления женской жизни необходимо родить 3 детей на 3 рубежах от ритма. Так время диктует правила нахождения на планете. После рождения 3 детей женщина и мужчина выравниваются в связях, как скафандриальный разум, и выходят на равноценный обмен с планетой. Получается, что мужское начало от самого рождения чувствует свое превосходство и себя ассоциирует со звездными пришельцами. С удовольствием занимается инопланетянами, называет себя сыном неба. Мне было интересно, почему? Я надеюсь, что вам это тоже не безинтересно, особенно если читатель сейчас имеет женское тело. Но постепенно все становится ясным. У женщины отсутствует самостоятельная иммунная система в начале жизни, поэтому она мечтает выйти замуж и хочет иметь надежного спутника, который бы ее ограждал от всех проявлений. Подбирая спутников, она настроена на рождение своих детей или своих сгустков на каждом рубеже. Она будет нянчить детей, и постепенно каждый из них займет место одного из ее скафандров, которые в зачатке не выращены. Путешествуя по каждому из скафандров, человек должен уметь их отстраивать, фильтровать, замещать, акклиматизировать. Это как игра на музыкальных инструментах. Вселенная струнная, значит, каждый скафандр нужно настроить на свой тон, на звук, который загущает, вибрирует, привлекает, приглашает. До сих пор человечество пользуется для настройки разными методами, достаточно хаотично. Допустим, при очень сложных ситуациях человек находит необходимую музыку, в нее погружается, сам начинает произносить звуки, напевать песни, выходит на усиленный обмен с природой за счет техник, дыхательных, питьевых, диетических, пытается ходить по огню, при резкой смене ситуации вокруг, окунать себя в прорубь для резкого выброса энергии. Все можно назвать одним словом – антистресс.
Скафандры себя защищают на последнем вздохе или последнем выдохе. Это значит, что скафандры слиплись, или скафандры порваны, или карма протянула свою ладонь, не может забрать этот скафандр немедленно. Когда люди погибают внезапно, на самом деле внезапность вся отмоделирована полностью растворением одного из скафандров или залипанием скафандра со скафандром. Если скафандры слипаются, тогда нам нужно договариваться о дозах внутреннего и внешнего. Интересно наблюдать за людьми, у которых скафандры столкнулись в одной стихии – огня, воздуха, воды или микроэлементов. Как правило, такие люди ищут выход, снимают огромное количество фильмов. В этих фильмах пытаются найти взаимодействие, часто разрушительное, иногда выходящее на смех или на слезы. В конечном итоге и смех, и слезы тоже звуковое воздействие на окружающий мир, которым человек просто просит усилить струну и дать возможность на ней поиграть. Человек, который отстраивает и контролирует работу своих скафандров, похож на того, кто играет на струнных инструментах. Можете его сравнить с гитаристом, можете его сравнить с арфисткой. Я очень люблю арфу, поскольку в ней много струн. Следующие струнные музыкальные инструменты могут сокращать количество струн, но все равно они издают звуки. И в конечном итоге остается одна из струн, за которую может привлекать только карма. Когда 3 струны, значит, что в действие включается и судьба. Каждый скафандр похож на свой инструмент. Постепенно мы обследуем все аурическое яйцо и сбалансируем все, что находится снаружи и внутри человека. И в конце книги вы будете наслаждаться своей продолженной жизнью. Вы можете начать прочтение с любой главы. Моя книга живая, она подскажет во времени первопричину и даст способ выхода из нее на полноценность. Жизнь человека должна быть удобной, комфортной, приятной. Приглашаю вас в путь из времени для наслаждения.